Не такая, как покупная. Совсем не такая. Та-дам! Мы их нашли. Какая красота! Плакать хочется. Ну все, я стою здесь. Воду 200 лет назад пили здесь. Я пришел и тоже пью эту воду. Через 200 метров поверните направо. 200 метров направо. Холодно. Я бы потеплее выбрал, да. Нужно обязательно куда-нибудь залезть, забраться. Если в мире есть рай, это Боржоми. Всем салют. Утром с Макдональдса началось наше путешествие куда? В Боржоми. Ну а по пути мы решили заехать в несколько термальных источников, которые заранее отметили на карте. Но, как оказалось, горячий бассейн в Maps.me не всегда бассейн буквально. Еще два источника искали, кружа поселением Грузии, выискивая хоть что-то похожее на термы, не пропуская ни одного указателя. Даже в администрацию заехали, но никого там не нашли и поехали дальше. Как же мы были рады, когда, приехав в 4-е место, и та-дам! Мы их нашли. Ну это, конечно, очень такой маленький источник. Но то, что мы до него доехали, уже хорошо. Горячие источники в ванне – это 3 бассейна с температурой от 38 до 45 градусов. Вода здесь содержит множество минералов. Это кальций, магний, натрий, калий, которые положительно влияют на здоровье. Дорога от Батуми до Боржоми на автомобиле занимает в среднем 5 часов. Но пока мы искали источники, стояли в пробках с коровами, пролетело куда больше времени. И в Боржоми мы приехали поздно вечером. На следующий день, вооружившись пустыми бутылками, мы отправились гулять по городу. Первым интересным местом был национальный парк. Всем привет из целебного Боржоми. Сзади меня, между прочим, исторический Екатерининский источник Боржоми. Назван он в честь Екатерины Головиной, дочери генерала Головина. Она страдала болезнью желудка, и однажды грузинский лекарь предложил генералу свозить свою дочь в Боржоми для того, чтобы вылечить ее. И действительно, приехав сюда, она полностью излечилась от этого недуга. Это было в 1841 году. И после этого Боржоми просто загремел своей славой на всю Россию. И по сей день можете посмотреть, оборудовали источник. Небольшое количество туристов. Здесь грузины, здесь русские, вообще люди со всего мира приезжают сюда попить ту самую Боржоми, которую мы покупаем в магазине. Представляете, эту воду 200 лет назад пили здесь. Я пришел исторически и тоже пью эту воду. Ну, вода, скажем так, ну как Боржоми, ну я думаю, 5 минут назад или 10 минут назад она была на глубине, сколько там, до 2 километров, а сейчас я ее пью. Ну классно, прикосновение к природе. Кстати, вода здесь, она естественная, то есть она ни разу еще в круговороте не была. Она образовалась из кислорода и водорода на большой глубине. Прикольно? Это тот же Боржоми, но только он теплый и чуть побольше железа все-таки. Это источник Боржоми. Мне кажется, по моему лицу видно, что я ее запомнила вот так вот уже. Я делаю глоток. Хорошо. Ух ты, с горочкой.
Не такая, как покупная. Совсем не такая. Очень железистый вкус. В Кисловодске такой же эффект был, когда мы пробовали воду настоящую и покупную. Совсем разные вещи. То же самое с боржоми. Ну, правда, не боржоми, это баклажане. Но мы попробуем еще баклажане, когда-нибудь туда съездим. Не, ну боржоми классная. Но она просто теплая и там много минералов. Она просто настоящая, это целебная вода. Ее много нельзя пить. Говоря о Боржоми, нельзя не упомянуть о Чайковском, ведь он не просто любил Грузию и этот город, но и написал здесь несколько произведений. Великий Чайковский 5 раз отдыхал в городе Боржоми, и 5 раз он приезжал вообще в целом в Грузии. Когда он первый раз приехал в город Боржоми, вышел из транспорта, из кареты, осмотрелся вокруг себя, увидел красоту, он был заколдован от красоты Боржоми и воскликнул: «О, Боже мой, какая красота, плакать хочется». Я объездил весь мир, увидел множество красивых мест, но такой красоты, как в Боржоми, я нигде не видел. Если в мире есть рай, это Боржоми. Он здесь несколько произведений написал, произведений своих. Он был заколдован этой красотой, и здесь как муза здесь создавалась у него. Однажды, когда он закончил первый акт «Щелкунчика», второго довольно длительное время не мог продолжить. И вот он в застолье у грузинов случайно услышал, как дамы спели песню, мамина песня, колыбельная, которую много веков назад начиная поют наши мамы. И вот эта мелодия околдовала великого создателя музыки и решил положить вот эту мелодию, колыбельная мамина песня, в своем щелкунчике. Я вам дарю всем, которые, к сожалению, желают узнать, но не могут узнать об этом, от начала второго акта великого щелкунчика, балета щелкунчика, лежит мелодия грузинской колыбельной. На 10 минуте начинается эта мелодия от начала второго акта щелкунчика, дорогие мои. Спасибо вам большое. Привет. Гид Спасибо. Ростов Григорьевич Квелияшвили, гид Центрального парка города Боржоми. Возле Центрального парка находится канатная дорога. Курсирует по ней всего одна закрытая кабина. Билет в одну сторону стоит 15 лари. Страшно? Мне кажется, это первая канатка, где нам страшно. Только тебе страшно. Верхняя станция канатки находится на высоте 1000 метров над уровнем моря, откуда открывается панорамный вид на парк и его окрестности. Идем. Через 200 метров поверните направо. Через 200 метров направо идем в храм Серафима. Машина гоняет, ну прям очень опасная дорога. Вот идем в храм. Людей очень много, несмотря на то, что, казалось бы, горы. Ты уверен? Окей, идем туда. Красивая дорога в лесу, заросшая. Мы поднялись к монастырю Серафима Саровского. И вот здесь установлен камень. Люди пишут записки с пожеланиями и кладут под камень.
келья. Это точная копия той самой кельи, в которой жил Серафим Саровский последние свои годы. Здесь же он принимал прихожан в этой келье. То есть здесь все воссоздано по фотографиям начала 20 века. Соответственно, мы можем посмотреть это. Это канавка, путь Серафима Саровского. То есть он ходил по этой дороге. Здесь везде в лесу есть на деревьях иконы. Фух. Нельзя просто так приехать в горы и ходить где-то по городу, в парках. Нужно обязательно куда-нибудь залезть, забраться и разогнать свой пульс. Что мы, собственно, и делаем. Ой, скользко. Просто по каким дебрям мы идем. Там уже вон туда пропасть. Что, дубль 2. Мы идем набирать воду в еще один источник Боржоми. Но здесь он уже холодный. Людей очень много. Сейчас наберем, будем пробовать. Но теплый вкуснее. Это тоже хороший, да. Вкусно что? Да, еще более железистый. Но чувствуется газация? Нет, почти нет. Ну как это нет? Чувствуется же. Но она не такая, как производственная, конечно. Ну больше, да. Да. Как будто без газа обычно крупной. Опять мне выпивать все это, да? Ну давай. За вас. Что, погуляли по горам, приехали дальше. Ресторан, который называется «Берг». Его мы нашли в списке TripAdvisor. Это ресторан номер 1 по списку TripAdvisor. Вот, если кто-то им еще не пользуется, то я прям очень рекомендую. Попробуем местную еду в интерпретации Боржоми. Будет очень интересно, надеюсь. И вкусно, самое главное. Потому что харчо вчера ела. Попробуем грузинские закуски. Это хали из свеклы, а это шпинат и орехи. Свекла. Но без кинзы же попросила. Ладно. Чуть-чуть можно простить грузинам. Сидится нам дома. Пообедали, отдохнули и пошли в термальные источники. Вау. Дорога здесь, конечно. О, на руку. 2 часа 30 минут? Чего? Время до 20:00, надо успеть. А идем мы в знаменитые серные бассейны Боржоми. Находятся они на поляне на берегу реки. Мы наконец-то дошли. Джаба-джаба. Ничего не хотим, ванны хотим.
собственно, сами термальные источники. Источники оказались очень холодными. 25 градусов — это, по-моему, самый горячий источник. И это очень холодно, я вылезла. Я не готова. Вот. Но люди купаются. Классно то, что он открытый вид. Ну, то есть источники, бассейны. А вот здесь скалы. В целом вид красивый, но для меня очень холодно. Поэтому я иду переодеваться и буду просто сидеть и наблюдать за всеми. Что, я уже готова. Переоделась. Как впечатление? Опытный купальщик в источниках. Холодно? Я потеплее выбрал, Неприятно? Нет, нормально. В принципе, так нормально. Но сейчас вылезем, будет очень холодно. Мне было очень холодно. Хочется, чтобы была вода потеплее, хотя бы градусов 2 бассейна. 25 и 40. Было бы хорошо. Да, хотя бы. Да. Ну ладно. Будем искать тот самый. Найдем. Найдем в Тбилиси. Да? Да. Ну все, уходим из источников. Пёс, ты с нами, что ли? Ну все, накупались. Ну как накупались? Я там находилась минут 5, потому что мне стало очень холодно. А сейчас мы пойдем по ужасной дороге наверх. Нам вот сюда, товарищи. Дмитрий, ты хотел там пойти? Нет уж. Дорогу до источников нельзя назвать легкой и приятной. Сложно представить, как сюда добираются люди, менее физически подготовленные, чем мы. Но нам повезло вдвойне, потому что накануне был дождь, и к тому, что дорога состоит из булыжников, палок и корней, добавилась еще и грязь. Ну все, мы дошли. Фух. Вот эта дорога до источников. Едем в отель. В таком чудесном доме мы живем. С кроликами. Ну, прическа у тебя, конечно, вообще огонь. Покажи свой чубчик. Вот мы выезжаем из нашего гостевого дома. Сейчас предстоит долгая дорога. Поедем в Батуми. Прекрасная погода. Светит солнце. Я сбегаю за обычной водой еще в магазин. Набрала воду в дорогу. И поехали. Но дорога привела нас в город-курорт Цхалтуба, где расположен бальнеологический комплекс «Источник номер 6» с радоновыми ваннами. Сейчас мы приехали в Цхалтуба. Это известный город-санаторий. Вот в этом 6-м источнике как раз-таки в радоновых ваннах лечился Сталин, Берия, великие деятели Грузии, Советского Союза. Радоновая минеральная вода в Цхалтуба поднимается на поверхность из источников с температурой примерно 35 градусов. Такая вода идеально подходит для ванны. Стоимость разового посещения 30 лари. Это индивидуальная ванна, наполненная водой из источника. Здесь делают гидромассаж. Я вышла из термальной ванны, из гидрованны. 10 минут я просто лежала.
10 минут мы делали гидромассаж. И еще 10 минут я просто лежала. Господи, это такой кайф. В общем, я бы не сказала, что после Суворовских валей бежим в Южный Кавказ, там сероводородные ванны, и действие уже такое более мощное. Здесь более лайтовое, но было классно. Еще здесь классный холл. На этом наше мини-путешествие в Боржоми подошло к концу. А мы отправляемся в Батуми, который наконец-то радует нас солнечными днями.